Что именно сделал Чингук после возвращения из Японии, что так удивило Тэхёна? Неужели это та самая другая сторона Чингука, которую никто раньше не видел? Внимательно следите за развитием этой шокирующей перемены, трансформации, которая оставила всех без слов. Не упустите ни одной детали. Оставляйте комментарии ниже, ставьте лайки, если вы удивлены, и подписывайтесь на обновления. Кто мог представить, что поездка в Японию может все изменить, не только для Чингука, но и для всех вокруг, особенно для Тэхёна. Но настоящий вопрос в том, увидел ли Тэхён настоящего Чингука или кого-то совершенно другого? Никто не был готов к тому, что произошло дальше. Возвращение из Японии не было чем-то новым для участников BTS. Они часто бывали в стране Сакуры по работе или на отдыхе. Но на этот раз все было иначе. Все казалось чужим. Аура, окружавшая Чингука, когда он вышел из аэропорта Инчхон, уже не была прежней. За его обычно теплой улыбкой скрывалось что-то тревожное, улыбка, которая больше не касалась его глаз. Это была не просто усталость. Это была не смена часовых поясов. Это было что-то более глубокое, темное. Тэхён первым заметил неладное. С того момента, как они встретились в зале ожидания HYBE, Чингук избегал его взгляда. Никаких объятий. Никаких радостных «я вернулся», как обычно. Никаких вопросов, никаких пустых разговоров, никакого смеха, только тишина. Словно расстояние в 1 метр между ними казалось непреодолимой пропастью. «Чингук?» Тихо, почти шепотом, спросил Тэхён. Но единственным ответом был легкий ветерок от закрывающейся за ним автоматической двери. Чингук прошел мимо, словно не услышал или решил не услышать. Все в комнате почувствовали это. Даже Намджун, который обычно был эмоциональным мостом между участниками группы, выглядел растерянным. Он повернулся к Тэхёну, словно желая убедиться, что видел то же самое. Но никто не произнес ни слова. Ответом была лишь тишина. Затем эта тишина сменилась тревогой. В последующие дни после возвращения Чингука атмосфера в HYBE становилась все более странной. Некогда веселые сотрудники теперь перешептывались, словно что-то скрывали. Тренировки Чингука никогда не проходили гладко. Он заходил в студию, садился в углу и смотрел в зеркало, не на себя, а так, словно видел в своем отражении кого-то другого. Тэхён несколько раз пытался до него дозвониться, но каждый раз Чингук отвечал без обиняков: «Я просто устал». Но все знали, это было больше, чем просто истощение. А потом это случилось. В тот вечер репетиционная комната была пуста. Все участники разошлись по домам, кроме Чингука. Но что заставило сердце сотрудников забиться чаще, так это внезапный сигнал с внутренней камеры видеонаблюдения. Одна из камер запечатлела, как Чингук разговаривает в одиночестве, необычный монолог, а странный разговор, словно он ведет переговоры с кем-то невидимым. «Если я вернусь к прежнему, все будет как прежде?» — спросил Чингук на записи. Затем он замолчал, словно прислушиваясь к ответу, который никто не мог услышать. «Не уверен, хочу ли я снова быть им», — продолжил он едва слышным голосом. Когда менеджмент HYBE получил запись, их первой реакцией был страх. Что означали эти слова? С кем он разговаривал? Что подразумевалось под «вернуться к нормальной жизни»? И самое пугающее, почему он улыбался, произнося эти слова? Тэхён узнал об этом не от менеджмента, а от Чимина. Чимин сдержанным голосом сказал лишь: «Ты должен увидеть это сам». Когда Тэхён посмотрел видео, он молчал почти 10 минут. Он просто сидел, дрожа, с трясущимися руками, держа телефон. Его дыхание было прерывистым. «Это не он», — наконец прошептал Тэхён. «Это не тот Чингук, которого я знаю». Но на этом загадка не закончилась. На следующий день Чингук появился в репетиционной комнате, одетый во все черное, с темно-серыми волосами, чего он никогда не делал, не посоветовавшись со стилистами или руководством. На этот раз он не спросил разрешения. Он никому не сказал. Он просто появился.
Когда началась репетиция, он не стал дожидаться сигнала. Он сам включил музыку, встал посреди комнаты и начал танцевать. Но это были необычные движения BTS. Они были грубыми, дикими, почти жестокими, словно борьба между болью и желанием вырваться на свободу. Когда музыка закончилась, он упал на пол. Не от усталости, а от эмоций. Он плакал не от грусти, а от чего-то, похожего на освобождение, как будто он избавлялся от части себя, которую больше не хотел. Тэхён, наконец, осторожно приблизился. Но прежде чем он успел что-либо сказать, Чингук посмотрел на него и спросил: «Ты знаешь, кто я, но уверен ли ты, что я все тот же?» Этот вопрос тяжелым грузом повис в воздухе. Все смотрели на него с недоумением, страхом и любопытством. Тэхён не смог ответить. Он лишь обернулся со слезами на глазах. Чингук ушел, не сказав больше ни слова. На следующий день социальные сети взорвались слухами. Фотографии Чингука в Японии начали появляться, но одна особенно привлекла всеобщее внимание. На ней Чингук стоял на углу улицы в том же наряде, в котором он был на той загадочной репетиции. Но дата снимка была указана за 3 дня до его возвращения в Корею. Если Чингук все еще был в Японии, то кто же вернулся? В HYBE напряжение стало невыносимым. Радостная атмосфера испарилась. Персонал разговаривал только по необходимости. Даже стилисты чувствовали неладное. Чингук начал сам выбирать себе одежду, темную, минималистичную, отказавшись от яркого стиля, когда-то синонимичного его стиля. Больше всего всех шокировал его отказ участвовать в групповой фотосессии. Не по состоянию здоровья, а из-за одной леденящей душу фразы. «Зачем мне фотографироваться, если я даже не знаю, кого вы фотографируете?» Тон был спокойным, бесстрастным, что делало ситуацию еще более пугающей. Тэхён, некогда центр внимания компании, начал проявлять признаки эмоционального истощения. Он не мог спать. Его часто видели уставившимся в экран телефона или держащим старую фотографию с Чингуком в руках, словно пытаясь убедить себя, что человек на фотографии все еще существует. В стенах HYBE распространялись слухи. Одни говорили, что Чингук пережил некое духовное пробуждение в Японии. Другие считали, что он пережил нечто травмирующее, странную встречу или, возможно, что-то, изменившее его восприятие реальности. Но никто не знал наверняка. Единственный человек, который мог объяснить, хранил молчание. Однажды ночью Чингук отправил сообщение старшему менеджеру с просьбой предоставить полный доступ в частную студию HYBE в полночь. Никаких объяснений. Никто не посмел отказать. Свет в студии был единственным, что горел во всем здании. Единственными свидетелями были камеры видеонаблюдения. То, что они засняли, было не похоже ни на что, виденное ранее. Чингук вошел один, включил звук и свет, а затем начал говорить. Не в камеру, не себе, а своему отражению в зеркале. «Я знаю, что ты смотришь на меня. Я знаю, что ты наблюдаешь за мной с Японии. Но я также знаю, что ты не я», – прошептал он слабым, но отчетливым голосом в микрофон. Затем он начал петь. Не песню BTS. Не сольный трек. Это была старая мелодия, незнакомая, неизданная, даже не указанная во внутренних архивах HYBE. Песня словно пришла из ниоткуда, или, возможно, из чьих-то чужих воспоминаний. На следующий день Тэхён увидел запись. Не сказав ни слова, он вышел и направился прямиком к квартире Чингука, отчаянно стуча в дверь. Когда дверь наконец открылась, стоявший там человек был похож на Чингука, говорил как Чингук, но его глаза были пустыми. Голос был спокойным. «Я знаю, у тебя много вопросов», — сказал Чингук. «Но даже если бы я на них ответил, не уверен, что ты был бы готов услышать». Тэхён схватил его за руку, дрожа. «Если ты не Чингук, кто ты?» Повисла тишина. Затем Чингук улыбнулся, не своей обычной яркой улыбкой, а ледяной. «Я всего лишь фрагмент того, что вы все создали». Но этот фрагмент начал отказываться быть маской.
Тэхён инстинктивно отступил назад. Часть его хотела убежать, но другая, более глубокая, хотела понять. Дни шли. Странных знаков становилось все больше. Чингук начал делать заметки на языке, который никто не мог распознать. В его репетиционной комнате нашли небольшой блокнот, полный символов, который не мог расшифровать даже переводчик HYBE. Только одна фраза повторялась на разных страницах. «Я вернулся, но не для того, чтобы остаться». Эта фраза стала предметом домыслов. Откуда вернулся? Кто вернулся? И что означало «не остаться»? Изменения в Чингуке начали отражаться на всех вокруг. Участники группы отдалились. Чимин стал тише. Даже Юнги, обычно спокойный, разговаривал сам с собой за закрытыми дверями. Джин, у которого был перерыв, внезапно вернулся в офис без предупреждения, словно хотел что-то лично подтвердить. Все начали сомневаться в реальности. Было ли это просто преображение артиста или начало чего-то, выходящего за рамки логики и технологий? Кульминации все достигло во время закрытой репетиции концерта только для персонала. Свет в студии внезапно погас на 15 секунд. Когда он снова зажегся, Чингук стоял в центре сцены, в том же наряде, что и на таинственной фотографии в Японии, которую он не носил с момента возвращения. Равным голосом он сказал: «Не хочу, чтобы вы неправильно поняли, но с сегодняшнего вечера тот, кто стоит перед вами, уже не тот человек, что прежде». Затем он запел ту самую песню из той таинственной ночи. Но на этот раз голос заставил всех затаить дыхание. Некоторые плакали, не зная почему. Потому что в этой песне было что-то нечеловеческое. И в этот момент все вопросы слились в одну ужасающую мысль. Если то, что мы видим, не Чингук, то кто же вернулся из Японии? HYBE провели экстренное совещание. Проблему больше нельзя было скрывать. Стоит ли им раскрыть правду или придумать новую версию, чтобы успокоить общественность? Но как объяснить то, чего они сами не понимали? Тем временем Тэхён был одержим поиском ответов. Он восстановил каждый шаг путешествия Чингука по Японии, связался со старыми знакомыми и даже запросил доступ к закрытым отчетам. Пока однажды он не наткнулся на то, что заставило его кровь застыть в жилах – запись с камер видеонаблюдения из отеля Чингука в Киото. Она показала, что Чингук путешествовал не один. Он был совсем не один.